В небольшой долине, где поля тянулись до самого горизонта, жил человек по имени Ричард, известный своей суровостью и привычкой решать судьбы других так же легко, как он решал хозяйственные споры. Его дочь, Эмили, была взрослой женщиной, с добрым сердцем и телом, которое многие называли полной фигурой, а он – слабостью. Для Ричарда это казалось позором и упрямством судьбы, за которое он винил не себя, а ее. Когда в его жизни накопилось раздражение и желание наказать, он принял жестокое решение – отдать Эмили работать на ферму к человеку по имени Томас. Формально это называлось помощью и договором, но в глубине души Ричард видел в этом наказание. Тяжелый труд, грязь, усталость и одиночество должны были, по его мнению, сломать ее мягкость. Томас жил у самой кромки долины. Его ферма была скромной, но ухоженной, словно каждый клочок земли знал заботливую руку. Он был человеком немногословным, привыкшим выражать отношение к миру поступками. Когда Эмили переступила порог его дома, она ожидала суровости и равнодушия, но получила другое – спокойствие и порядок, в котором не было ни презрения, ни осуждения. Работа на ферме была настоящей и требовательной, но Томас никогда не относился к Эмили как к тяжести. Он распределял дела так, чтобы они соответствовали ее силам, следил, чтобы она отдыхала, и незаметно делал все, чтобы ей было тепло, сытно и спокойно. В его мире ценилось не то, как человек выглядит, а то, как он заботится о живом, о земле, животных и людях. Дни складывались в недели, недели в месяцы. Эмили менялась не внешне, а внутри. Там, где раньше жило постоянное чувство вины за собственное тело, появлялось уважение к себе. Она училась видеть ценность в том, что умеет делать, и в том, кем является. Ферма принимала ее так же естественно, как принимала дождь или солнце. Томас относился к Эмили как к сокровищу не громкими жестами, а постоянством. Он чинил крышу, чтобы дождь не тревожил ее сон, оставлял для нее лучшие плоды урожая, следил, чтобы ее руки не знали лишних ран. В этом не было жалости, только тихое признание ее значимости. Рядом с ним она впервые почувствовала, что ее присутствие не нужно оправдывать. Со временем в долине начали замечать перемены. Ферма Томаса расцвела, а Эмили стала частью этого расцвета. Она двигалась увереннее, смотрела прямо, и в ее шагах появилась твердая уверенность человека, знающего свое место в мире. То, что задумывалось как наказание, стало началом новой жизни. Ричард услышал об этом последнем. До него дошли слухи не о сломленной дочери, а о женщине, которую уважают. Он так и не понял, что, пытаясь унизить, отдал самое ценное тому, кто умел беречь. В этой долине осталась простая истина. Сокровищем становится не тот, кто соответствует чужим ожиданиям, а тот, кого видят и принимают по-настоящему.